Ребятушки, нихао, как говорится. Обзор, который многие просили и который мы ждали, это поезд Ультра. Есть в Китае вот такое, вот такое, вот такое. Купешка и плацкартик тоже имеются. Но повторимся, есть паровозик, который многие в Китае неофициально называют Ультра. И вот почему. Поезд этот ходит только по маршруту Шанхай-Пекин. Но тем не менее есть нюанс. Скоростных поездов где-то штук 20 в день. Стоимость билетов на бизнес-класс, а это бизнес-класс, вот на такие места. И на такие Ультра она одинаковая. Понять, какой вагон, нереально. Едем наугад, но надеемся, что нам повезет и будет поезд Ультра. Включаем камеру. Готово. Обзор. Поехали. «40 минут ехать, вокзал прямо за нами, Шанхай-Хунцяо. Но это не наш вокзал. Тут 3 вокзала, есть еще южный и есть просто вокзал. Вот у нас просто вокзал, мы надеемся. Блин, да как это так? В Китае такси приезжает 3 минуты, это прям максимум. Они как будто вот ждут тебя где-то за углом, ты нажимаешь, и они такие: о, все, поехали. Приехал, 2 минуты, я же говорил. А тут нельзя стоять, да? Там еще автобус приезжал, он им бибикает вон. Блин, тут еще мопеды едут, тут эта дорожка. 滴滴公车任意服务，手机尾号是2727的乘客，请你系好安全带，全程跟着导航走，证件请带齐，别忘了。 Окей. Что бы это ни значило, окей. Си-си. Ой, как тут накурено. Дышать нечем. Entrance налево. Это вот такие очереди тут бывают. Тут уже английский закончился. О, окей. Ну, традиционно лучше приезжать где-то за часик. Тут непонятно, там на китайском, тут куда идти. 30 минут до поезда. Oh, very good, very good. Нифига себе, это первый китаец, который за 5 лет, наверное, поездок в Китай спросил, как дела. Дядечка специальный, и он проверяет, у кого иностранный документ. Си-си. О, помощник какой помощник, а? Куда ты пошел, то туда же тебе. Что вроде не китайский Новый год, а плотненько. Понедельник, утро. Утро понедельника. Битком на вокзале. Куда-то едут. Куда они едут? Это 3 вокзала в городе. 3. Хочется кушать вообще-то. Мы еще не завтракали даже. Блин, у нас лаунж. Стоимость билета включен. So it's quite a nice, comfortable environment here in the business class lounge. Где он? Об этом ни слова, правда, нигде. Блин, где-то лаунж обещали. А куда? И вообще ни одного указателя нигде. Какие-то тюки люди везут. Что там, дошик почем? Большая пачка. 9 юаней. Водичка стоит 8, 6 и 4. Вот за 4 юаня есть. Без газа вода. О, это вкусная штуковинка. 8 юаней, 7 юаней. Печеньки Орео 11,5. Мы оплатили и лаунж тоже. Не то, чтобы мы очень хотели, но мы его оплатили. We got some drinks and snacks. Ребятки, продолжаем. В общем, лаунж не нашли. Что покушать мы... Ну, есть какие-то бутерброды, но какие-то вот они... Какие-то очень китайские, прям очень китайские. Туалеты вот, питьевая вода и стол зарядный. И вот такой зал ожидания. Народу много, битком. О, что это такое? Нифига себе. А, это зарядка. Type-C. Есть такое. Чё? Просто реклама. Китайцы рекламу уже не знают, куда еще строить. 19 минут до отправления, пока ничего не происходит. Это лаунж. Вот наш лаунж. До сих пор не знаем, какой поезд. То есть ультра, ну типа ультра. Нет такого официально ультра. Будете гуглить, не найдете никакого там ультра. Только вот в отзывах китайцев. Нихао. По-моему, мы уже тут были. А куда мы ехали?
Пару интересных фактов о китайских железных дорогах. По состоянию на 2024 год 159 тысяч километров путей. Больше только в Америке, Соединенных Штатах Америки 220 тысяч. На третьем месте Россия, около, потому что разные данные почему-то, 105 тысяч километров путей. Но из этих 159 тысяч путей, сколько в Китае есть, ошибки нет. 45 тысяч – это скоростные пути. 45 тысяч километров пути. У нас, что там, Москва-Питер, 650. А что это какой-то? Вот какой-то блатной вход. Окей. И лаунж, что ли? И Starbucks там какой-то. И на английском говорят. Ну, блин, надо разбираться. Вот мы заходили, там никакого указателя не было. Вот иди туда и иди туда. Ребятки, сегодня мы поедем на поезде Фусин. Более того, то же самое направление Шанхай-Пекин, по которому мы уже катались. Трасса проходит через 21 город. Даже платформы в городах он проезжает со скоростью 350 км в час. Перед вами самый быстрый коммерческий рельсовый поезд. Да, у нас еще есть Шинкансен, он на 25 км в час медленнее. И также есть Маглев, но это поезд на магнитной подушке, а это именно рельсовый поезд. Поезд производится в Китае, но когда китайцы только начинали, им помогали в строительстве и разработке этого поезда Бомбардье, Кавасаки, Альстом и Сименс. Короче, всех позвали. Пекин-Шанхайская железная дорога, 1318 километров, 22 туннеля. Как думаете, за сколько построили? 2,5 года. Это наш. Это ультра! Yes! 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 Это ультра! Короче, 1318 километров, 1318 за 2,5 года построили. Знаете, за сколько проходит? 1318. 4 часа 45 минут. Средняя скорость поезда 350 км в час. Китайцы постоянно наращивают. Сейчас идет речь о том, что будет где-то 400 с чем-то км в час. Это в конце, говорят, 2025 года. 更智能的高铁有望在2年内投入商业营运。 Заходим? Готовы? Михаил. 5F. Вау. Ребятушки, мы на борту поезда. Поезда. Ну, мое место, конечно, занято. Ладно. Че, я тут постою? Excuse me. My seat is 5F. My seat. This one. All right. Thank you. Ребятушки, это, конечно, уровень. Просто дело в том, что это стоит как Москва-Питер за ту же категорию места. Но ехать в 2 раза дольше, а по комфорту. На Сапсане Москва-Питер там кормят, сервис такой крутой. Посмотрим, как будет здесь. Ай! Так, сейчас немножко расположимся. 5 минут и уже скоро поедем. Сорян, немножко стробит камера. Мы и так переключали, что-то вот как-то все равно стробит. Итак, мы зашли. Давайте вот сюда, вот так. Вот такая вот кабинка. То есть у нас один вагон, только один вагон бизнес-класса. Так, что, билетики будут проверять? Не будут. Вообще всем пофигу, снимай, не снимай. Начальник поезда прошел. Никто ничего. Вот это, я понимаю, отношения. Стоимость ровно та же самая, что и у бизнес-класса, стандартного, вот такого места. Но при этом комфорт нахождения в таком вагоне, он прям выше в разы. Сели, закрылись и вообще тут в домике в таком. Ну, круто же, правда? При этом, то есть это... Итак, каютка. Ага, вот такая дверка. Кресло. Ну, кресло не такое крутое, как вот на бизнесе, обычный бизнес. Там прям огромное такое кресло. Но это... Кресло-трансформер, курточку куда? Есть крючок. Крючок не самый удобный, потому что ложится прямо на стол, который тут рядом. Тапочки хорошие, махровые, плотненькие. Также есть пледик, индивидуальный, упакован, аккуратненько, упаковочку. Это что такое? Это подлокотник. Ладно, хорошо, допустим, пускай будет подлокотник. Давайте сразу самое интересное. Такая уже немножко потертая сидушечка. Так. Бизнес-класс в самолете. Зачем люди покупают? Чтобы лечь, чтобы поспать лежа. She couldn't wait for the flight back. Delta One is truly an experience you need to try with your loved one. То есть там еда, вот это обслуживание, там, это ок, конечно. Но главное, зачем покупается бизнес, это чтобы лечь. Кто-то пожилой, у кого-то там спина, не спина. Если есть как бы возможность.
кроссовки не снял. Ногами уперся полностью. О, идеально. Вот смотрите. Вот прям. Вот столько осталось. Вот столько. Там уж все, уже ногами уперся. Закрываем. Но если вы 1,90 м, забудьте, вы тут не ляжете. А дальше такой вот кармашек для какой-то прессы. Это для чемодана. Вот так вот. Он ставится и застегивается, чтобы он стоял ровно. Tea. Do you have tea? Water? Tea. Green tea. Green tea. Green tea. Okay, сиси. Can I have you for lunch? Yeah, lunch. Fish and pork. And, Fish. Okay. Two. Мы заметили, что нет удобного места в вагоне, чтобы открыть чемодан. Если большой чемодан, если нужно что-то достать, ну, хотя, опять же, в самолете тоже такого места обычно нет, поэтому как-то надо менеджерить вот эти провода, не провода заранее, имейте в виду. Дальше, платформа для телефончика, это для чая, а это для телефона, телефончик сюда класть. Блюдечко для салфеточек, золотое. Коробка, это не вообще не мое место, я тут сижу, так ковыряю. Печенечки. И аккуратно сложено место. Индивидуальное освещение, 2 USB, розетка китайская. Не взяли переходник, сорян. А, его. А, погоди, а стол тут есть. А где он? А, вот так вот сбоку? Нифига. Идеально. И такое все тихое. Заметьте, да? Очень тихо все. Любые вот эти вот открывания, убирания, никаких вот там... Ну, даже вон резиночка. Телек есть. На английском, окей. 155 км в час скорость. И есть киношка. Сейчас посмотрим, какие киношки есть. А что такое? Как-то... Что-то вообще ничего не происходит. Не работает. Пофиг, ладно, потом, может, настрою. Так, ребятушки, сейчас 55 секунд, чайку попьем, вообще не завтракали. Вот 5 часов уже без еды. И пойдем посмотрим эконом, комфорт и ресторан. Увидимся. Нет, сорян. Куртка там. Куртку можно повесить вот так вот. Вот, местечко есть. Но при этом вы тут как-то сидите, и вот она вам в лицо постоянно. Вот эти шуба с пуговицами золотыми такими, она прям... А куда еще? Больше некуда убрать. О, глаз алмаз, молодец. Ну, а тут еще более неудобно, потому что надо будет ходить. Надо ходить, и ты как-то жмякаешь туда-сюда. Ну, окей, пофиг, пускай висит. И солнечная сторона закрывается вот так и вот так вот. Зато едем по ходу движения. Также небольшой нюанс. Кресла, естественно, не поворачиваются. А вот в бизнесе вот в том варианте, там кресла поворачиваются по ходу движения. Если поезд едет в другую сторону, кресло разворачивают, и вы едете, вы смотрите туда. Погоди-ка, нифига. Да ладно. Да не, они не поворачиваются. А зачем эта штука? Ё-моё. Это знаешь зачем? Если телефон провалился. Телефон офигенно, смотрите. Если телефон провалился, ну такое бывает, да? Отодвигается. Едем. Так, ребятушки, походу сейчас, спасибо, что посмотрели, специальная ссылка внизу. Похоже, сейчас принесут еду. Курочку беру. Ой, блин, какая грязища. Нет. Пока сюда. Что хотел показать? Стаканчик. Чай. Где пакетик? Нету бирочки. Пакетик внутри. Чай встроен в стакан. В днище стакана. А что, где еда? Вроде еду обещали. О! Окей. Сиси. Ух ты, даже супчик какой-то. Окей. Fish. Окей, сиси. Это... Ну, блин, я просто не фанат китайской еды. Смотрите, какой огромный суп с разными органами животных. Там, вон, я вижу печень, легкие, кишки. Ужас, конечно. Что вот это такое? Это кукурузка. Ну, окей. Что это такое? Это какой-то супчик типа. Ну, нормально. И рыбка. Ну, похоже больше на питание в экономе. Спасибо. Люди там купили бизнес, думают, им сейчас принесут фарфоровые сервизы, посуду. Но пластиковая
коробочка и такая вот, ну, простенькая с виду еда. Покушаем. Надо покушать. Перекусим и увидимся. Только от станции какой-то вот там отъехали, вроде как-то едем, что-то едем и едем. И тут я открываю 268 уже. Такое ощущение, что вот просто так накатиком идем легко, как утюг идет. Будем прогуляемся. Эконом и комфорт, пойдем. Итак, наш вагон состоит из двух частей. Это основная часть. Девчонки тут. Раковина золотая, все в золоте. Окей, пойдем. На английском говорят. Си-си. И там еще 3 ряда кресел. То есть здесь начинается с 4-го ряда, там еще 3 ряда. Блин, вообще мест нет, все занято. Тут тоже в золоте. Нет отдельного кабинетика умыться. Раковин. То есть только вот в таком виде. Туалет. Что у нас по туалету? Пластика. Пластика китайская. Это типа бизнес, но котируется по цене как комфорт. То есть у нас все-таки бизнес. Есть еще, мы помним, вот такие места. Это типа комфорта. Дальше эконом. О, в экономе тоже есть еда. 4,5 часа, вообще вопросов нет. Куча расстояний между креслами, можно вытянуть ноги, опускается. Но экранов, по-моему, не было, да? USB, розеточки, подлокотники вот внизу. Какая публика солидная. Эконом. Эконом 3 по 2. Расположение мест. Вот, кто-то ушел. Оно очень сильно опускается. Видите, прям человек лежит. И при этом мне не мешает никак. Столик, вот мне расстояние. Тут даже 2-метровый человек может спокойно ехать в экономе. Вот такое. И кармашек для всяких вещей. Да, вон, у каждого места розетка. И USB, и Type-C даже есть. Тоже эконом. Тоже эконом. И вот у нас, пожалуйста, направо. Ой, хорошо, нормально. Лишь главная проблема в экономии – это дошик. Хотя как-то раз и в бизнесе мы ехали, было ого-го. Прости, мне кажется, или у тебя доширак на столе? Есть такое. Ну, типа, ты едешь в поезде и не заварить доширак, это же преступление. Я просто этот запах почувствовал даже в коридоре. Пойдем в ресторан. Вот как-то тупо, мне кажется. Человек стоит, умывается, клещется, брызжется, сморкается. Нет комнаты отдельной. Извиняюсь, там посморкаться зайти. Вот ее нет. Вот так прям... Блин, какой-то нереально длинный поезд. Скорость 350 километров в час. 350. Мы сейчас идем, и мы просто гуляем. Вообще, люди сидят вот в ТикТоке, носят еду. Мы ходим комфортно, говорим шепотом в поезде, 16-вагонном, блин. На скорости 350 км в час. Он, кстати, может 400 с лишним идти. Потом включается какой-то режим повышенного энергопотребления и типа нецелесообразно. Он резко больше начинает киловатт потреблять. Поэтому ограничили до 350. Сколько там еще вагонов? Штук 3. Мне кажется, так до Пекина быстрее дойдем. Так, это снова комфорт. Во, красота, красота. А, во-во, погоди, во-во-во. И вот о чем мы говорили. Вот это бизнес-класс. Но обычно бизнес как раз вот такой вот. Потому что продавали билеты 3 видов. 2 класс, 1 и бизнес. То есть 2 мы весь это эконом прошли. 1 это вот это кресло пошире. Видимо, бизнес такой или такой. Нет, что-то телека нет, это вообще другое какой-то. А, погоди, значит, смотри. Там еще один бизнес, другой есть. Вот это вот как раз то, о чем я говорил. Смотрите. Вот он. Сейчас, опять. Вот это вот прям бизнес, да. А это что тогда такое? В поезде 5 видов размещения. То вот, что было там, это прям бизнес. Удобные большие кресла, но не кабинки, но стоит столько же. То есть, может быть, у вас будет вот такое, может быть, вот такое. Как повезет. Остановка.
This is Nanjing megacity of China, reflecting its status as a hub of economic growth and technological advancement. Ну, короче говоря, город вроде там не на слуху, да, а красиво, круто. Ну, то есть у нас там Москва, Питер, что-то выбираешь, какие-то города, а тут какой-то просто пальцем тыкаешь наугад в карту. Its rich history and modern achievements make it a place of endless fascination and inspiration. Пойдем, брат. 16 вагонов, прямо. Хо-хо-хо-хо-хо. А, вот видите, сиденье разворачивается. Педальку нажимаешь внизу, вот там педалька, и сиденье поворачивается. Любое, вообще любое можно повернуть по ходу движения. Китайский туалет и европейский. Ну, чистенько. 17 вагонов. Ребятки, если вы чувствительны к запахам, имейте в виду, китайский поезд — это не ваша тема. Очень жестко пахнет. То дошик, то какая-то лапша. Прям в нос бьет. Кажется, он уедет подприжать. Внимание, внимание, ресторан. Вот что такое вкусненькое. А где это взять? Ага, ну такая кафешка, маленькая кафешка. Вообще места как-то тут немного. Фруктики мытые, виноградики, помидорки, черри. Мне больше нравится, как фотки еды изображены, смотрите. Что выбираете? Вот такое, вот такое. Меню выглядит вот так. Пойди разберись, что это такое. И нет вагона ресторана, негде покушать. Как домой пришел. Так хорошо, тихо. Дошек никто не ест, потому что кормят не пахучей едой. Ну, разница в 3 раза. 4 почти. Ну, что вы хотели? Ну, хотели вам показать, потому что вот так вот завалиться в бизнес, если вы в экономии, проблемно. А так как мы едем тут, можно походить и посмотреть. Тетушка едет, всю дорогу смотрит тиктоки. Я отсюда отлично слышу. Хорошо, у меня наушники с шумоподавлением. Надеваешь нормально. А вот там люди. Даже проводница пришла, говорит, может, это потише немножко. Прям едет, слушает тиктоки. Вот на весь вагон слышно. Ну, вот что и скажешь. Первый класс. 349 километров в час. Доехали, ребятушки. Это было прям очень быстро, очень комфортно, очень круто, очень тихо, очень мягко, очень... Не без этого, да, не без этого. Выходим. Блин, вот некоторые люди, вот после них как какой-то ураган прошел. Как можно вот такой бардак оставлять? Непонятно, что люди уберут. Ну, ребятушки, чего-то впечатление, честно говоря, выше ожидаемого намного. Шанхай-Пекин — это как Москва-Питер по значимости, ну, типа. Так-то тут много крутых городов. Кстати, вот кресло разворачивают. Жень, сейчас поедет в другую сторону. Вот этот новый формат, надо признать, что китайцы задают какие-то ориентиры, планки. После того, как понимаешь, что 1200 километров можно проехать за 4,5 часа, а это пока что 4,5, скоро будет 3,5 часа, вот в таком вот купе, знаете, сколько это стоило? 28 тысяч. Погодите, Москва-Питер открываем. Сколько стоит? Ну вот, тут ты такой думаешь. Блин, нифига себе. Ну понятно, что есть Индия, есть там разные страны, так сказать. Ну, надо же ориентироваться на хорошие. Поэтому, конечно, задумаешься, как люди живут и ездят вот на таких поездах каждый день. А их тысячи уже буквально. Вот буквально, мне кажется, уже тысячи. А что у нас по эконому и по комфорту? Хотя тут было 6 форматов. Такое, 5. И вот такой вот. Эконом 8 тысяч. И премиум, видимо, вот этот. Или вот этот. Премиум 13 тысяч. Первый класс, вот наш, типа бизнес, 28 тысяч рублей. Минусы. Минусы были. Киношка не работала на экранах, но китайцы все в ТикТоке, мне кажется, они вообще этими экранами не пользуются. Второе, еда, честно говоря, так себе. Ну, как-то можно это все
поприличнее, покультурнее сделать. Хотя, мне кажется, китайцам тоже. Доширак его вообще. Все хорошо. И третье, что-то еще было третье. Судя по состоянию ковролина и количеству крошек, что-то как-то тут не пылесосят, мне кажется. Видите, вот. Ждем ваш комментарий. Привет из Пекина. Поезд Ультра. Это неофициальное название, просто в китайских соцсетях. И не только этот поезд, вот именно этот вагон этого поезда называют Ультра. Шанхай-Пекин, бизнес-класс. Увидимся. Пока.